Мы находимся на Святой горе Афон, на Катунаках. В этой части Афона уже нету автодорог. Передвижение здесь возможно только по тропам, пешком, а грузы перевозятся, когда они большие, на мулах. Мы находимся на перекрестке дорог, которые стали перекрестком жизненных дорог для брата Иосифа Муньоса. Именно отсюда, по этой лестнице сверху, со стороны вершины, спускался брат Иосиф и держал свой путь в келью иконописцев Данилеев. Это известная иконописная мастерская, он сам, учась иконописи православной, хотел с ними познакомиться. Он должен был пойти вот сюда вниз, перевалить через эту гору и за ней оказаться в келье Данилеев. Но Богу было по-другому угодно рассудить, и брат Иосиф зашел вот в эту калитку и попал в келью Климеев, а не Данилеев. Это тоже иконописное братство, но более бедное, малоизвестное, которое возглавлял тогда старец Климент. И вот здесь как раз-то и произошла встреча с будущей чудотворной иверской монреальской иконой. И вот, когда брат Иосиф пробыл здесь некоторое время, он здесь ночевал, пожил, и все его просьбы о том, чтобы эта икона, которая так его сердцу стала близка, Матери Божией Иверской, была передана ему, все эти просьбы не увенчались успехом. Брат Иосиф, смирившись, уже был вынужден покидать эту келью. Он вышел, это было утро, как и сейчас, в это же примерно время, и держал свой путь вниз на Карулю, чтобы сесть на кораблик. И вот, когда он вышел через эту калиточку, на эти вот ступеньки, около которых мы находимся, здесь и произошла встреча его уже с иконой, которая определила всю его последующую жизнь и его посмертную духовную славу. Старец кельи, отец Климент, догнал брата Иосифа, держа в руках ту самую чудотворную икону Пресвятой Богородицы, и сказал свои знаменитые слова: «Матерь Божья поедет с вами». Он перекрестил брата Иосифа и без всяких денег, без всяких подарков просто благословил Матерь Божию Иосифу. Иосиф поехал с ней в Канаду. Там уже продолжалась дальнейшая история этой чудотворной, известной на весь мир иконы, которая стала называться Иверской Монреальской. Корни ее, происхождение ее именно из этой кельи. Теперь эта келья хорошо известна многим русским паломникам, которые проложили сюда тропку. Именно русские православные люди почитают вот этого мученика, который даже не имел русской крови, Иосифа Муньоса Кортеса, за его всежизненное служение Иверской Монреальской иконе. Они приезжают сюда, молятся здесь и поминают его память и память старца Климента, который передал ему икону. Многие заказывают здесь иконы, поскольку иконописная мастерская продолжает работать. Вот в этом храме молился брат Иосиф с братьей в течение того времени, когда он первый раз здесь был, и в последующее время, когда он часто сюда приезжал молиться и к своему духовному наставнику, духовному отцу, старцу Клименту.
Все очень просто, скромно, можно даже сказать убого, но в этой простоте чувствуется аромат благодати Христовой. Мы находимся около списка Иверской Монреальской мироточивой иконы, который был написан тем же иконописцем, отцом Хризостомом, который написал и первый оригинал иконы. Отец Хризостом – насильник этой кельи, ныне сейчас он находится вне Афона, несет свое епископское служение. А тогда он был иконописцем-монахом. И вот после того, как служение Иверской Монреальской иконы началось во всем мире, то для своей кельи братья написали вот этот список, который тоже стал чудотворным, поскольку около него совершались исцеления, было исцеление бесноватого. И вот здесь пожертвования людей с благодарностью за чудесную помощь от Пресвятой Богородицы Иверской Монреальской. Ну а рядом, конечно же, список, фотография самого оригинала. Пресвятая Богородица, спаси нас. Сейчас мы войдем в иконописную мастерскую, где была написана икона будущая Иверская Монреальская мироточивая. Здесь много осталось так, как было в те годы, когда сюда попал брат Иосиф. Сейчас мы пройдем и увидим на стенах иконы, которые, как и тогда, висели, но не продавались. Эти иконы как бы освещают эту келью, они особенно дороги для келиотов. И точно так же Иверская Монреальская икона висела тогда вот на этом месте, где сейчас находится книжный шкаф. Примерно вот здесь находилась Иверская Монреальская икона. Брат Иосиф, когда вошел сюда, это прямо от входа сразу, видимо, она бросилась ему в глаза, сердце его взыграло. Он почувствовал, что это какая-то особая икона, и что у нее какой-то свой особый путь. И действительно, она должна была стать миссионером православия в Канаде, в Америке, да и во всем мире. А тогда, как и сейчас, иконописцы здесь работали и писали иконы. Вот мы видим их работу. Здесь все как и было раньше. Давайте посмотрим дальше. Здесь монахи и раньше, и теперь делают из бусинок слезы Богородицы четки. А вот те иконы, о которых я говорил. Это иконы вдоль кельи, вдоль стен этой кельи, они не продаются. Вот. По разным причинам. Они особенно дороги здесь келиотам. И когда иногда паломники спрашивают, можно ли купить эту икону, они отвечают, нет, нельзя. Так же было точно и с Иверской Монреальской иконой. Брат Иосиф просил ее купить, поменять на какие-то святыни, предлагал дары, но все его просьбы оставались тщетны. И только благодаря чуду, которое случилось впоследствии, мы точно не знаем о нем, брат Иосиф смог получить эту икону. Каким же образом икона брата Иосифа все-таки оказалась у него? Это остается тайной Божьей. Может быть, старцу Клименту Господь положил на сердце отдать эту икону, но может быть произошло и нечто большее, ведь монахи ни в коем случае не хотели расставаться с ней, она была покровительницей этой кельи. А почему? Потому что это была первая икона, которая написана была здесь в каноническом стиле. До этого писали в таком живописном стиле, принятом в XIX веке, и вот Иверская Монреальская была первая, поэтому они ее не предлагали к продаже, она была написана в каноническом стиле и находилась у них в иконописной. Вероятно, должно было произойти что-то особенное, может быть, даже и явление Матери Божией, по крайней мере, что-то,
на что откликнулось сердце старца Климента, и он на следующий день утром догнал брата Иосифа и вручил ему эту икону с благословением. Может быть, ему открылось и будущее брата Иосифа, его мученический подвиг. Впоследствии известно, что брат Иосиф был тайно пострижен в великую схиму здесь, на этой келье, но подробности мы точно этого не знаем. Возможно, его постригал старец Климент. Монахи сохраняют это в определенной такой тайне, сокровенной. Известно от самого брата Иосифа, что его имя в постриге было Амвросий, вероятно, в честь старца Амвросия Оптинского. Монахи этой кельи открыли мне, что уже в недавнее относительно время, после кончины мученической брата Иосифа, после того, как сокрылась икона, они сказали, что им звонил нынешний хранитель этой Иверской Монреальской мироточивой иконы, которому, по всей видимости, брат Иосиф перед смертью и отдал ее. Он сказал, что икону я отдаю в хорошие руки. Видимо, это был тот человек. И этот человек сказал, что икона у него. Он не явит ее миру, как это было при брате Иосифе. Вероятно, у него есть на это свои причины. Но мы знаем, что икона цела и что она находится в хороших руках. Пресвятая Богородица, спаси нас. А вот здесь братья печет хлеб. Вот только что положили, и он на печке, на подставочках. Она сейчас горячая. И вот здесь будет хлеб. Это вот братья предлагают угощение. Вот встречает паломников. Также было и во времена брата Иосифа. Когда он пришел, тоже ему предложили такое скромное монашеское угощение. Это глава старца Климента, который был герондой этой кельи. Был очень духовный человек, к нему приходили многие поучиться православию и Иисусовой молитве. И вот теперь его глава здесь. Именно старец Климент как раз и встретил брата Иосифа Муньоса, когда тот пришел на эту келью, и передал ему Иверскую Монреальскую мироточивую икону, благодаря старцу Клименту. Старец Климент, моли Бога о нас. Желтый цвет свидетельствует о праведности подвижника. И отец Василий, братья, которые здесь подвязаются, они передавали не раз мощи старца Климента в Россию. И многие люди поэтому сейчас имеют возможность помолиться и приложиться. Спасибо, Господи. Братские кельи и братский коридор. И вот у братьев здесь находится икона уже самого мученика Иосифа Муньоса, которую им прислали в подарок. И они ее повесили вот рядом с иконой царя-мученика Николая. После старца Климента герондой, то есть старцем кельи Рождества Пресвятой Богородицы, кельи Климеев, стал старец Власий. Тоже был очень духовный и благодатный человек. Господь его призвал скоропостижной, можно сказать, смертью, но, как говорят монахи этой кельи, такова была воля Божия. И теперь вот здесь он в той самой могиле, в которой был старец Климент, откуда его мощи извлекли, в одной и той же могиле хоронят монахов, а через 3 года их мощи поднимают. Старец Власий, моли Бога о нас.
life from the world and posed as a layman. His name was Jose Muñoz Cortes, and 30 years ago, he was chosen by the Mother of God to deliver a message to the faithful. For 15 years, Brother Jose traveled all over the world to the parishes of the Russian Church abroad and shared the miracle of the Mother of God in her holy icon, which abundantly poured forth myrrh. Tens of thousands of people flocked to this holy image during the 1980s and 90s, 2 tumultuous decades in the life of the Church abroad, with visions regarding reunification with the Mother Church. В 90-х годах, к сожалению, мы не вняли. 1997 was an especially difficult year in the Church abroad because the Lord recalled this miracle and the icon disappeared after the brutal murder of her guardian on October 31st. Brother Jose was attacked in his hotel room in Athens, Greece, and was tortured to death by an assailant who to this day has never been found. His holy remains were interred at Holy Trinity Monastery in Jordanville, New York. News of the martyrdom of Brother Jose traveled across the world very quickly, and almost immediately people started asking, why? Why did Brother Jose have to die? And why was the icon taken from us? When he was martyred, that was just such a shock. It was a shock to the world and a shock to me personally. Result of this that the Lord confiscated the icon from us. But I do think it was, ultimately, one of the reasons that the icon was hidden from us in 1997, and its guardian, Brother Jose Muñoz Cortes, murdered. A decade after the martyrdom of Brother Jose, the debate surrounding the icon's disappearance became much clearer. When an exact paper copy of the Montreal icon, made in Sofrina, Russia, started to stream myrrh in Hawaii. The icon first began streaming myrrh in May 2007, around the time of the signing of the Act of Canonical Communion, and it was revealed several months later in October, around the time of the 10th anniversary of Brother Jose's martyric death. It seemed that this icon of unity had appeared once again, as the Church abroad stood at the threshold of unification, not only with the Moscow Patriarchate, but with all other canonical Orthodox jurisdictions. Тот факт, что эта икона замироточила. It is my deep conviction that the fact that the icon began streaming myrrh specifically in 2007 shows that the Lord has blessed us, returning this great miracle to us. And I hope that we will prove ourselves worthy to preserve this miracle in the bosom of our Russian Church. В свое время, почитая заочно брата Иосифа и имея в России капельку мира. Years ago, admiring Brother Jose from abroad, and having in Russia a drop of myrrh from the Montreal icon, I, still a very young priest, felt a great surge of piety before this vanished holy image. And how great was my joy when suddenly I saw what looked like the same icon, not only covered in drops of myrrh, but streaming it abundantly, as a sign of the Mother of God's abundant compassion and motherly love for her children. Щедрости Матери Божией и ее материнской любви к своим чадам. And now that the icon has come back in yet another form, the Mother of God continues to bring peace and do miracles. Sometimes when you repent, God listens to you and consoles you, but this is really an extraordinary consolation. Америка нуждается в духовном пробуждении. America is in need of a spiritual awakening, and it seems that these two icons, the Hawaiian and Kursk root icons, are uniquely destined to unite all of the Orthodox jurisdictions, perhaps returning the Russian Church to the position she once held when she first appeared in this country, lacking any partitions or divisions. Без каких бы то ни было перегородок и разделений. As we celebrate the 5th anniversary of the reunification of the Russian Church, we also celebrate the 5th anniversary of the Hawaiian myrrh streaming icon. The Eastern American Diocese had the great honor of hosting the icon for several weeks in October, during which many celebrations were held in its honor and in honor of the reunification. The celebration's culmination was a pilgrimage to Holy Trinity Monastery, to the gravesite of Brother Jose, where memorial services were held in honor of the 15th anniversary of his martyrdom. The first hierarch of the Russian Church abroad, His Eminence Metropolitan Hilarion, presided over the services and was joined by many pilgrims from across the diocese, but primarily from St. John the Baptist Cathedral in Washington, D.C. The parishioners in Washington have a special connection with and reverence for Brother Jose because of the passionate work that their rector, Archpriest Victor Potapov, and his family have been doing to preserve his legacy. They came for many different reasons, but all of them had one thing in common.
their hearts were open to the Mother of God, and they prayed for the martyred guardian of her icon. About 50 people usually come from Washington annually to the grave, but this year 150 people came. People can feel something here, they strive toward it, and I think that this has caught the eye of our hierarchs. To be able to pray at Brother Jose's gravesite for him and for the reunification of the church was a great blessing. So I felt like I needed to be make myself represented too at this historic event. It is very important that we not grow accustomed to miracles, always thanking the Lord that we were given this icon, that we can all pray before it, remembering the unification of the Russian church and the church abroad. This myrrh streaming icon truly shows us how significant this historical development is. I'm sure that it was both a joy and a very large cross for Brother Joseph to bear, being the caretaker, and perhaps maybe that's something that we should also reflect on as well. The crosses that are given to us, and that we do need to bear them. This humble Chilean man has had a tremendous impact on the reunification of the Russian church, and his struggles are inspiring countless souls to seek unity not only with each other, but most importantly, with Christ. Looking toward the future, many questions still surround the martyrdom of Brother Jose, and perhaps the most obvious question we face is, will he be glorified? While many Orthodox in America still do not know about the life of this righteous man, some faithful in Russia are already venerating him as a saint. News of the appearance of a second myrrh-streaming Iveron icon is only strengthening the people's desire to see the Church glorify Brother Jose, uniting him in our prayers to the choir of the saints. As we know, Christ said that a prophet hath no honor in his own country. They glorified him in Russia long ago. Not officially in the church, of course, but in the Optina Hermitage there are akathis written to Brother Jose, a service to the Montreal icon. Icons are being written at people's request. Father Artemy Vladimirov has put out several films and pieces of literature. His Holiness Patriarch Alexei II gave his blessing to publish an akathis to the Montreal icon, in which, by the way, Brother Jose is commemorated in one of the Kontakia. In the Orthodox Church, glorification does not stem from the leadership, but from below. The people glorify, the people manifest the veneration. And when the hierarchy sees the veneration being offered to a particular righteous man taking hold among the people, then the glorification may very well take place. This year, we commemorate the 15th anniversary of Brother Jose's murder. It is my hope that, in 5 years' time, we will come to Jordanville not to serve panichidas at Brother Jose's grave, but rather, standing at his relics, we will glorify him and serve in his memory.
Ελθέ και σκηνώσον ένι ημίν και καθαρίσον ημάς από πάσης ειδός και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Κύριε, φυλακή το στόματι μου και θύρα περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους φωνηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένης την ανομία και ουμή συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Πενδέξει με